Всем привет! Мы решили немного отдохнуть и провести праздничные выходные, католическую Пасху в Австрии. Поехали мы на машине, виды даже из машины шикарные. Вот на горизонте уже появились горы, это значит, скоро будем въезжать в Австрию. А вот и знак, мы въезжаем в Австрийскую республику. Первый пункт нашего путешествия был город Зальцбург, парк Мирабель. Дворец Мирабель расположен в историческом центре Зальцбурга и считается одной из самых известных достопримечательностей не только города, но и всей Австрии. Мирабель в переводе с итальянского «красивый», «достойный восхищения». Парк и замок Мирабель входят в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Этот романтичный дворец Мирабель был возведен в 1606 году в честь Саломеи Альт, любимой женщины архиепископа Вольфа Дитриха фон Райтенау. История их любви вызвала большой общественный скандал. На то есть несколько причин. Во-первых, по религиозным законам служителям церкви нельзя было ни влюбляться, ни вступать в брак, ни тем более заводить детей. Во-вторых, Саломея была дочкой хоть и знатной бюргерской, но все-таки не аристократической семьи, а к тому же еще и протестантка. И в-третьих, они имели 15 детей. Немецкий кайзер в Вене дал Саломее титул аристократки. Она и дети стали Альтфуль Альтенау, но она должна была порвать все свои родственные связи. Изначально замок назывался в честь Саломеи – замок Альтенау, но все это не помогло. Племянник архиепископа Вольфа Дитриха Маркус Ситикус тоже стремился к власти. Хитростью он помог столкнуть Вольфа с трона. Вольф прожил еще 5 лет в крепости как самый известный заключенный. Ну а соперник архиепископа первым делом хотел стереть все следы скандала и выгнал Саломею с детьми из имущества мужа, после чего переименовал замок в Мирабель, как он называется до сих пор. Вот такая вот история. Посещать этот красивейший парк и замок, наверное, лучше всего весной или летом. Это обилие зелени, интересные фонтаны, пруды, оранжереи. Это очень красиво, прекрасное место. Здесь хочется гулять и наслаждаться как можно дольше такой красотой. Мы были просто в восторге. Просто не хочется уходить из этого красивейшего места. Ну а мы идем дальше. Зальцбург – это не только прекрасные парки и дворцы, но это город, где жил, вот, например, в этом доме Моцарт. А это дом, в котором Моцарт родился. Очень известное место. Вот мы подходим к Ратушной площади, где возвышается старая ратуша с очень красивыми часами. Это метеорологический столб. Тут сразу и барометр, термометр, гидрометр, то есть измеряет давление, температуру воздуха, влажность и показывает их текущее значение. Вот такой интересный столб. Мы были в 11 утра, было уже 20 градусов. На центральной площади Резиденцплац можно арендовать экипаж, запряженный лошадьми, и, проехав по улицам, проникнуться духом Зальцбурга. Эти экипажи, кстати, очень популярны среди туристов. В центре площади находится фонтан Резиденцбруннен. Это самый большой фонтан в стиле барокко в Центральной Европе. В качестве материала использовался мрамор с горы Унтерсберг. Украшение старого города – Зальцбургский кафедральный собор. Собор неоднократно перестраивался после пожаров и считается в Зальцбурге красивейшей достопримечательностью и ярким примером архитектуры Возрождения. Снаружи здание облицовано мрамором, внутри декорировано фресками и росписью. Особенностью Зальцбургского собора являются 4 одинаковых органа вокруг алтаря. Один из этих 4 органов был рабочим местом Моцарта. Гордостью собора является орган, имеющий 4000 труб.
орган расположен над входом и звучит лишь по большим торжествам. В одной из ниш собора расположена большая фреска Крещения Христа. Здесь еще одна реликвия собора. На бронзовых львах стоит купель от 1321 года. И именно в этой купели крестили маленького Моцарта. А это площадь Капитель-Плац, где установлен оригинальный памятник кондитеру Паулю Фюрсту, который изобрел конфеты Моцарт. Пауль Фюрст завоевал золотую медаль с этими шоколадными шариками на торговой выставке в Париже, и эти сладости стали набирать невероятную популярность. Однако этот кондитер не запатентовал свое кондитерское изделие, и под именем конфет Моцарт-Куголь по всему свету делают шоколадные шарики различного вкуса. Оригинальные же конфеты Моцарт сделаны вручную по уникальному рецепту. Сначала шарик из смеси фисташки и марципана окунают в нугу, затем помещают на деревянную палочку, погружают в темный шоколад. После того, как конфета застынет, палочка удаляется, а отверстие вручную ювелирно запечатывают капелькой шоколада. Конфета в виде шоколадного шарика упаковывается вручную в сине-серебряную фольгу. Конечно же, мы тоже зашли в эту всемирно известную кафе-кондитерскую «Фюрст». Вот так она выглядит. Вот такая маленькая вывеска «Фюрст». В этом кафе продают огромное количество сладостей из марципана, шоколада, различные пирожные. Но основная масса туристов, конечно же, идет за всемирно известными шариками Моцарта. Один такой шарик стоит 1,80 евро. И в хорошую погоду можно посидеть на улице за столиком, если, конечно, вам повезет и вы найдете свободный столик. В этот раз было очень много туристов, прекрасная погода, свободных столиков не оказалось. А это тоже магазин Моцарт-Куголь. Здесь продают неоригинальные конфеты. Они уже другие по виду, имеют форму полусферы и по вкусу. И продают эти так называемые подделки в красной упаковке. Они тоже очень вкусные, но отличаются очень сильно от оригинала. А это самый маленький дом на старом рынке. Вот он между домами. По легенде, бедный юноша решил жениться на богатой девушке, отец которой выдвинул условие. Жених должен иметь дом на площади нового рынка, а это невероятно дорогое удовольствие, все-таки центр города. Находчивый юноша вышел из положения, построил вот такой маленький домишко между стенами двух больших домов. Ширина этого домика всего 1,42 м. Мы прогулялись по городу, по мосту через реку Зальцах, она разделяет город на старую и новую части. Посмотрите, как красиво оформлено автомобильное кольцо. Город очень чистый, несмотря на большое количество туристов. Еще одна достопримечательность Зальцбурга – это экологичные электрические троллейбусы. Ежегодно троллейбусы в Зальцбурге перевозят 38 миллионов пассажиров, это как все население Польши. Также очень популярны мопеды. Вот так мы провели несколько часов в Зальцбурге, получили массу удовольствия. Очень красивый город, очень удобный для пеших прогулок. Конечно, одного дня маловато, и при возможности с удовольствием мы еще раз посетим этот красивый, прекрасный город. Но переночевать мы решили не в самом городе Зальцбурге, а в горах, в австрийских Альпах, на высоте 1200 метров. Путь наш лежит через красивые австрийские луга, тоннели и горный серпантин. Забегая вперед, скажу, что мы не ожидали такой красоты этого места, куда мы сейчас едем. Но об этом я подробно расскажу уже в следующем видео. Всем пока, до следующей встречи!